В 2020 году на осень намечались выборы, и чтобы задобрить всех харьковчан, в подъезде сделали ремонт. Как вы знаете, харьковчане настолько любили крепкого хозяйственника, что даже если у них по полгода и дольше не было горячей воды, даже если у них было холодно зимой, даже если проблемы с коммуникациями, они все равно его выбирали. Я думаю, что и ремонт в подъезде можно было не делать, но ведь он хоть что-то делает. Поэтому предлагаю оценить, что произошло с ремонтом менее чем за год. Понятное дело, что его сложно сделать в жилом подъезде, в котором люди постоянно ходят туда-сюда, да и провода от интернет-провайдеров и кабельного ТВ уже проведены, и никто их в старых домах по-другому перепроводить не будет. Но вот на качество самой работы это же не должно влиять. Также проблем добавила и теплосеть, работники которой непонятно вообще зачем вырезали в стене доступ к трубам и пропали с радаров. А что самое интересное, они потом при звонке диспетчеру утверждали, что никаких работ не планировалось, и что это не они. Но я точно знаю, что они. Из-за них была замедлена работа по ремонту, и так и не дождавшись никаких работ от теплосети, вырезанную ревизию просто заложили обратно уже те, кто делал ремонт в подъезде. По-моему, такой пиздец может только у нас происходить. Опять хочется вспомнить фразу «хоть что-то делает». Ну да, вот вырезали дырку в стене, сделали хоть что-то. А могли ведь и этого не делать, да? Для начала хотел бы отметить, как рабочие подготавливали поверхность и, не снимая, заштукатуривали даже объявления, которые были приклеены на стены в подъезде. Потом была жесть, растянувшаяся на месяц, но это ладно, ведь так или иначе, а процесс непростой. Но вот ремонт закончен, прошел почти год, и что мы имеем? А имеем то, что покрашенная штукатурка в большом количестве мест просто отошла. Даже если она еще не обвалилась, то это лишь вопрос времени, причем ближайшего. И тут, как на заказ, я вижу на подъезде объявление о том, сколько это мероприятие стоило, и если что-то пошло не так, то есть возможность позвонить в приемную депутата Харьковского городского совета и сообщить об этом. Звоню. Здравствуйте. У меня как-то на подъезде висело объявление о том, что у меня сделали ремонт, и в случае там, типа как, если недоволен этим ремонтом или считаю, что он того не стоит, то предложение позвонить. Вот. Я хотел бы позвонить, вот год назад сделали ремонт в подъезде, окна никто не менял, коммуникации никто не менял, в результате сейчас все то, что закрытое в стене коммуникации и канализация, и трубы, если текут, то все это протекло насквозь. Вся эта побелка, штукатурка, то, что они делали, отваливается прям кусками. Ну, как бы, если вам есть даже куда фотографии прислать, я это могу сделать. Вот. Как бы, вот, интересно посмотреть, чем посодействуют. Но ремонтные работы были, да? Но только Они были, да, но, ну, назовем это некачественные, да. Действительно, средства были выделены из бюджета 19-20 год, и просьба, если не проделано никаких ремонтных работ, перезванивать по этому номеру телефона. Далее мы вашу информацию передаем Алине Ильмановне, и она на горсовете поднимает тот или иной вопрос по ремонту. Поэтому мы передадим, да, вашу информацию, если потребуется вдруг или фото, или там, может быть, на личную встречу, то вам обязательно перезвонят. Если вас интересует результат, то я укажу, что по решению, чтобы вам перезвонили. Ну, как бы во всех вроде бы подъездах, насколько я знаю, ремонт делался. Ну, я не знаю, как в других подъездах, но у меня реально процентов, ну, я не скажу, что там прям все отпало, но процентов 15-20 в течение первого же года уже просто кусками отваливается эта штукатурка с покраской. Просто кусками. Там куски по полквадратного метра, а то и больше. И, конечно, будут выяснять, входили ли в смету окна. Еще лет 5 назад не было это связано с ремонтом, но как-то, видимо, кто-то не сумел посчитать. Они именно не менялись, именно в моем подъезде. Но даже когда ремонт как бы проводился, ну, весь комплексный, ну, то даже в этот момент их не заменили. Где-то через неделю последовал ответ. Та сумма, которая была указана в объявлении, она выделялась на весь дом. То есть, да, я понимаю. Да. И там вот, так и было написано. Ну, была конкретно штукатурка и покраска стен.
Все. Мгм. До Мгм. этого, года за 3 до этого, все окна в доме были поменяны, ну, в подъезде, который я имею в виду, кроме моего подъезда. Вот такой вот частичный ремонт получился. И в этот раз никто, соответственно, ну, понятно, что в тех подъездах и не надо менять окна, они уже стоят там. Окна это полбеды, а вот то, что все поотпадало уже, Мгм. то, о чем Я я и говорил. Если у вас, в принципе, сделан был ремонт, даже если Да. такой, вы можете просто детали, то, что вам должны были сделать, нет, узнать на 1562. Вы туда звонили, скажите, пожалуйста. На 1562 по поводу ремонта я не звонил, именно ремонта. Что мне им говорить? Про качество ремонта или что именно? Да, да, абсолютно верно. Они следят за качеством ремонта. Ага. Я не думаю, что кто-то придет и переделает. Тут же ж просто... Ну, хорошо, спасибо. Но я думаю, что, конечно, никто ничего не будет делать. Тут вопрос не в том, что там украли деньги. Я думаю, если честно, если 150 тысяч на пятиподъездный дом, то 30 тысяч на подъезд, грубо говоря, это, ну, по штукатурке, я знаю, сколько это приблизительно плюс-минус стоит. Я и так понимаю, что это немного. Поштукатурить и покрасить за 30 тысяч, ну, я думаю, это если вы сегодня будете обращаться к кому-то, ну, со стороны, то это может даже и дороже будет. То есть тут вопрос не в том, что распилили, там деньги украли. Тут просто вопрос качества именно работ. В общем, мне предложили позвонить в 1562. Если честно, то сложилось ощущение, что объявление о стоимости ремонта и просьбе сообщить, если ремонт не соответствующе выполнен, было лишь в качестве пиара, чтобы лишний раз разместить имя и фамилию депутата. И что на самом деле мало кто на том конце провода вообще думал, что им реально позвонят. Какой смысл звонить на 1562? Давайте я приведу пример, что происходит, когда оставляешь заявку на 1562, только на примере течи воды. Кстати, подскажите, пожалуйста, я там где-то недели 3 назад оставлял заявку по поводу того, что стена мокрая в подъезде. Ну, как бы она до сих пор мокрая, я так понимаю, что никто ничего не решал. Написали на момент обстеження течі холодної води немає, стіна суха, сліди старого залиття. Ну, вы уж извините меня, но это либо идиот какой-то это мог такое написать, понимаете, полгода стена мокрая, полгода, и она сейчас мокрая. Вот мне просто лицом ткнуть Давайте того я повторю заявку идиота, еще раз. который не заметил 3 квадратных метра мокрой стены. Какая предыдущая течь? Какая предыдущая? Лето на дворе. Я вам кажу те, що написали на заявку. Ну, я понял, но это Я просто... вам не кажу. Они вот просто Я вообще... повторюю вашу заявку, ще раз передамо. Да, пожалуйста. У меня ощущение, что они даже не приходили, понимаете? Пусть, если есть такая возможность, пожалуйста, отметьте, чтобы позвонили мне, я спущусь, и они мне расскажут, где там нету течи, и они не видят мокрых следов. Складывается стойкое ощущение, что решать проблемы никто и не собирается. Главное у городской власти – это создать имидж углубленных в проблему. Ведь поскольку 90% никуда не обращаются по поводу решения вопросов, потому что им зачастую плевать, то и не знают на самом деле, как прокидывают с решениями и сколько какое-то решение нужно выбивать. Гепа победил на выборах 2020 года. В очередной раз наши жители города... После города точка стоит или запятая? Шли голосовать по принципу «а кто, если не он» и «крепкий хозяйственник». Что самое удивительное, то полгода без горячей воды, вот с таким ремонтом подъезда, те, кто за него голосовал, сидели и до выборов. Но... Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Для всех харьковчан.